Весной 2020 года строители в турецком городе Мидьят ремонтировали старое здание, когда стена неожиданно обрушилась, открыв узкий каменный проход. Сначала никто не придал этому особого значения, но то, что начиналось как небольшое любопытство, вскоре превратилось в одно из самых важных археологических открытий последних десятилетий. Туннель вел в огромное подземное пространство, вырезанное прямо в скальной породе. Одна за другой открывались комнаты с целыми потолками, стены которых были покрыты древними надписями, а вентиляционные шахты до сих пор оставались рабочими. То, на что они наткнулись, было не просто забытым подвалом или убежищем. Это был вход в целый подземный город, нетронутый веками. Эксперты считают, что он мог функционировать более 1000 лет, скрываясь под современной жизнью. По мере того, как сеть исследовали дальше, становилось ясно. Это было не маленькое убежище, а разветвленный многоуровневый лабиринт под живым городом. И самое поразительное, все это скрывалось у всех на виду, прямо под ногами тысяч жителей, которые и представить не могли, что находится внизу. Но это было только начало. То, что археологи обнаружили глубже, ошеломило даже самых опытных специалистов. Когда исследователи начали документировать подземный комплекс под Мидьятом, оценки его масштабов быстро росли. Сеть простирается более чем на 16 700 квадратных метров. Поразительная цифра для чего-то, что полностью скрыто под землей. Ранние исследования показывают, что когда-то здесь проживало до 60 тысяч человек. В отличие от простых пещер или гробниц, этот город имел инфраструктуру, системы вентиляции, общие помещения, места для поклонения и длинные коридоры, соединяющие уровни словно артерии в живом организме. В скале были вырезаны колодцы, что указывает на возможность выживания людей без необходимости подниматься на поверхность. Все на этом объекте указывало на длительное проживание. В некоторых помещениях были следы жизни, каменные скамьи, ямы хранения пищи и залы собраний. Архитектурное планирование невероятно продвинутым, дымоотводные шахты и рассчитанные аварийные выходы. Как удалось осуществить такой подвиг ручными инструментами, остается загадкой. Одно наверняка. Строители не собирались прятаться несколько дней. Они были готовы оставаться под землей месяцами. Один вопрос оставался неясен. Почему о нем никто никогда не слышал? О находке в Мидьяте не сообщили сразу. Прошло несколько месяцев, прежде чем общественность узнала о существовании этого места. Почему? По словам осведомленных лиц, местные чиновники и исследователи колебались. Этот район был политически чувствительным, а последствия такой находки были огромны. Возникли вопросы о том, кто возьмет на себя ответственность, как защитить объект и стоит ли открывать его для туристов или оставить закрытым для изучения. Некоторые предполагали, что религиозные и политические напряженности сыграли свою роль. Регион веками был домом для различных империй, вероисповеданий и этнических групп. Обнародование крупного подземного города могло бы спровоцировать споры о прошлом и праве собственности. Тем временем археологи работали почти в полной тишине, составляя карты того, что удавалось обнаружить под строгой охраной. Только когда информация просочилась в несколько СМИ, внимание всего мира переключилось на этот объект. Даже тогда официальные заявления были осторожными и содержали лишь расплывчатые подтверждения. Это молчание лишь усиливало загадочность, подогревая слухи и домыслы. Что же было настолько спорным в городе, погребенном в камне? И что или кто когда-то жил там внизу? Среди самых поразительных находок в туннелях Мидьята были символы, однозначно связанные с ранним христианством. Кресты, вырезанные на стенах, греческие надписи и, по-видимому, скрытая часовня указывали на то, что этот город был убежищем для гонимых христиан. Историки теперь считают, что эта подземная сеть использовалась во II и III веках, когда римское владычество вынудило многих верующих скрываться. Мидьят расположен в регионе Турабдин, который считается колыбелью ассирийской христианской культуры. Этот район издавна славится древними монастырями и церквями, и теперь появились доказательства того, что его верующие когда-то спасались под землей, чтобы выжить. Каменная часовня, хоть и небольшая, имела алтарь и место для молитвы, что свидетельствует об активной религиозной жизни в полной тайне. Для многих это не просто историческая находка. Это мощная история стойкости, когда люди сохраняли свою веру под землей, вне досягаемости солдат и угнетателей. Эти туннели были не просто домами, они были святилищами. Но Мидьят – это лишь одна глава. Глубже в Турции под современным городом скрывается гораздо более древний и даже больший город.
В самом сердце турецкой Каппадокии находится Деринкую, город с неприметной поверхностью, скромными домами, узкими улочками и тихой жизнью, но под ним простирается один из крупнейших известных подземных городов в мире. Впервые открытый в 1960-х годах, когда житель снес стену в своем подвале, Деринкую раскрывался слой за слоем. Исследователи обнаружили город, уходящий более чем на 60 метров под землю, с 18 уровнями, вырезанными в вулканической породе. В период расцвета Деринкую мог вмещать до 20 тысяч жителей. В городе были конюшни, кухни, колодцы, школы и даже большой религиозный зал. Тяжелые каменные двери могли закатываться, чтобы изолировать каждый уровень в случае опасности, а вентиляционные шахты обеспечивали приток воздуха. Строители, которых считают фригийцами или ранними христианами, создали под землей самодостаточный мир. В отличие от Мидьята, Деринкую изучают уже десятилетиями, но вопросы все еще остаются. Как удалось достичь такого инженерного чуда без современных инструментов, и что заставило целые народы уйти под землю? Открытие Деринкую произошло не в результате запланированных раскопок. Все началось с того, что один человек пытался отремонтировать свой дом. В начале 1960-х житель Деринкую пробил стену в своем подвале, ожидая найти небольшое хранилище или забытую комнату. Вместо этого он обнаружил туннель, уходящий во тьму. Продвигаясь дальше, он увидел, что проход ведет в помещение с резными потолками, глубокими колодцами и каменными дверями. Слух об этом быстро разошелся, и вскоре прибыли археологи. То, что произошло дальше, стало одним из самых необыкновенных городских открытий современности. Весь город был запечатан на протяжении веков, забыт местными жителями и отсутствовал в исторических хрониках. Это случайное открытие открыло скрытый пласт истории, лежащий прямо под повседневной жизнью. Мысль о том, что целые цивилизации могут исчезнуть под землей и быть застроены поколениями сверху, не только захватывает, но и тревожит. Сколько еще тайн скрыто у нас под ногами за стенами подвалов и фундаментами домов? И Деринкую был не последним местом, где дома спокойно стояли над древними подземными ходами. В городе Абаке, Иран, археологи, исследуя группу исторических домов, наткнулись на нечто неожиданное – целую сеть подземных помещений. То, что начиналось как обычное архитектурное обследование, обернулось обнаружением подземного комплекса с несколькими уровнями. В помещениях были заметны следы длительного использования, сводчатые потолки, сооружения, напоминающие акведуки, и толстые стены, предназначенные для регулирования температуры. Данные свидетельствуют о том, что сеть использовалась как для повседневной жизни, так и в качестве убежища во время нашествий или экстремальных погодных условий. Местные устные предания давно намекали на существование туннелей под городом, но до недавнего времени никто не воспринимал их всерьез. Теперь ученые составляют карту забытой подземной системы, которая может изменить представление о доисламских моделях расселения в этом регионе. По мере продолжения раскопок становится ясно одно: древние персы строили не только вверх, они также строили вниз. И делали это с целью, точностью и четким пониманием окружающей среды. Но Иран и Турция не единственные. В Европе слои истории уходят также глубоко. По всей Европе города покоятся на забытых сооружениях, от древних каменоломен до тайных туннелей. В Париже более 200 миль катакомб извиваются под современным горизонтом города. Изначально это были известняковые каменоломни, позже переоборудованные в захоронения. В Эдинбурге под Королевской милей находятся туннели Мэри Кингс Клоуз, улицы 17 века, погребенные во время городской реконструкции. А в Неаполе местные жители веками жили над обширной сетью греко-римских акведуков и цистерн, позже служивших убежищем горожанам во время бомбардировок Второй мировой войны. Эти пространства не всегда были скрыты. Многие из них намеренно запечатали, а их входы стерли. Со временем появлялись здания, формировались улицы, и поколения забывали, что внизу. Сегодня некоторые места стали туристическими достопримечательностями, другие остаются запечатанными. Они известны только исследователям или передаются из уст в уста в городских легендах. Хотя это и не города в классическом смысле, эти подземные системы когда-то были жизненно важны для жизни наверху. Они безмолвные свидетели войн, эпидемий и эволюции городской жизни, а в некоторых местах до сих пор скрывают неразгаданные тайны. Прага, одна из самых легендарных столиц Европы, хранит секреты под своими булыжными улицами. Под старым городом простирается лабиринт средневековых туннелей, некоторые из которых датируются XII веком.
Изначально построенные для соединения подвалов и складских помещений, эти подземные проходы со временем расширялись, превращаясь в сети, использовавшиеся для побега, контрабанды и даже укрытия во время нашествий. Из-за частых наводнений от реки Волтавы городские планировщики в XIX веке подняли уровень улиц, фактически похоронив под землей первые этажи многих зданий. То, что когда-то было входами, превратилось в подземные помещения. Сегодня часть этих пространств доступна во время экскурсий с гидом, а другие по-прежнему замурованы. Или слишком опасны для исследования. В отличие от специально построенных подземных городов, пражские проходы возникли из необходимости и приспособления. Тем не менее, они позволяют редкий взгляд на то, как средневековые жители изменяли свою среду, чтобы выжить и процветать. Под туристическими маршрутами и готической архитектурой скрывается город-призрак, который до сих пор шепчет о своем прошлом. Но жизнь под землей никогда не была легкой. Как люди выдерживали полную изоляцию от поверхности? Жизнь под землей была не просто хитрой уловкой, это была суровая реальность. Для тех, кто искал убежище в таких местах, как Деринкую или Медьят, солнечный свет был лишь далеким воспоминанием. Жители полагались на тщательно спроектированные вентиляционные шахты, чтобы получать свежий воздух, а свет обеспечивали факелы или масляные лампы. Вода поступала из глубоких колодцев, вырытых прямо внутри городов. Без смены времен года и суточных циклов жизнь приобретала иной ритм. Люди разработали методы хранения пищи на месяцы, используя выдолбленные в камне силосы и прохладные помещения для сохранения зерна и овощей. В общих кухнях были устроены примитивные дымоходы, чтобы направлять дым по извилистым вентиляционным каналам и не быть обнаруженными сверху. Общественная жизнь также продолжалась под землей. Школы, места для богослужений и залы для собраний позволяли обществу функционировать даже во тьме. Однако последствия были неоспоримы. Психическая усталость, ограниченное питание и постоянная угроза обрушения или обнаружения превращали каждый день в испытание на выносливость. Не краткосрочные убежища, а настоящие крепости выживания. Но кто их построил? И как они овладели таким мастерством инженерии без инструментов? Строительство древних подземных городов, таких как Деринкую или Медьят, не было случайностью природы. Это было осознанно, сложно и требовало огромных человеческих усилий. Археологи считают, что самые ранние этапы Деринкую были вырыты фригийцами примерно в Вемуме или VII веке до Начер-Э с использованием простых железных и бронзовых инструментов. Позже ранние христиане расширили этот комплекс, приспособив его под свои нужды. Строители работали с мягким вулканическим туфом, породой, которую легко вырезать, когда она только что обнажена, но со временем она твердеет. Это обеспечивало естественное укрепление. Потрясает масштаб и продуманность этого строительства. Длинные коридоры, вентиляционные шахты глубиной в сотни футов, водоснабжение и оборонительные механизмы, такие как раздвижные каменные двери. Не сохранилось письменных свидетельств о процессе строительства, нет чертежей и почти нет художественных изображений. Но точность этих сооружений говорит о высоком уровне знаний в области инженерии, геологии и градостроительства. Это не было примитивным методом проб и ошибок. Это была архитектура, продиктованная необходимостью выживания, секретностью и дальновидностью. Тем не менее, один вопрос остается. Зачем вообще идти на такие крайние меры, чтобы жить под землей? Решение строить целые города под землей было продиктовано не любопытством, а угрозой. На протяжении истории общины в таких регионах, как Каппадокия и Верхняя Месопотамия, сталкивались с нашествиями, религиозными преследованиями и суровым климатом. Уход под землю обеспечивал защиту от вражеских армий, грабительских набегов и даже экстремальных погодных условий. Во времена Римской империи первые христиане искали убежище от систематических преследований, вырезая святилища под землей, где они могли жить и молиться в безопасности. В последующие века исламские нашествия, монгольские набеги и региональные конфликты продолжали оказывать давление. В некоторых районах также приходилось сталкиваться с сильной летней жарой или суровыми зимами, и жизнь под землей становилась способом климат-контроля. Но подземная жизнь не была идеальной. Это было выживание в крайнем случае, продиктованное необходимостью, а не выбором. Эти города – памятники стойкости людей, вынужденных скрываться в тени. Целые общества выбирали тьму вместо смерти, и все же они выстояли. Они приспособились. Они превратили камень в убежище. Сегодня, когда мы сталкиваемся с новыми глобальными угрозами, древние решения кажутся актуальнее когда-либо. Современная архитектура часто устремляется вверх, к небоскребам, высоте, расширению.
Но древние подземные города бросают вызов этому инстинкту. Они напоминают нам, что инновации – это не всегда строительство ввысь. Иногда это умение приспосабливаться вглубь. В таких местах, как Мидьят, Деринкую и Абакар, общины создавали самодостаточные системы без какой-либо современной технологии, охлаждение без электричества, хранение воды без насосов и безопасность без наблюдения. Когда современные города сталкиваются с ростом температуры, перенаселением и геополитической нестабильностью, логика этих древних конструкций внезапно кажется весьма актуальной. А что если устойчивость будущего означает мыслить как наши предки, учиться у тишины каменных коридоров и гениальности забытых инженеров? Подземные города рассказывают не только историю выживания, они бросают нам вызов сегодня. Проектировать с целью защищать своих людей и переосмысливать, что на самом деле значит убежище. В конце концов, самый главный секрет, скрытый под нашими городами, может быть не в залах или туннелях, а в чертеже выносливости.